Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте спросим у карт. Летний период будет обусловлен планетарным переходом Юпитера в знак зодиака Близнецы. Это произойдет в самом конце весны, 25 мая, но все знаки зодиака, без исключения, мы прочувствуем больше воодушевления, эмоциональный подъем, и мы будем более склонны к изучению новых наук, освоению новых знаний, какие-то новые интересы для нас, для всех появятся, и более широкое, открытое общение. Захочется видеть новые возможности, и энергия Юпитера в Близнецах стимулирует еще и наш интеллект, делает нас более легкими на подъем. И вот этот волшебный транзит позволяет нам заложить какие-то очень важные процессы через новые возможности, которые в конечном итоге приводят к новому качеству жизни. Для всех нас летний период обещает быть как-то по-своему благоприятным. Давайте узнаем. И первая колода – это колода ангелов, таро ангелов, причем патронажа, опеки ангелов, так она буквально называется. 3 карты, каждая карта будет соответствовать месяцу. Июнь 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Возможно, это сфера жизни, которой вы будете уделять внимание, или вопросы, которые вам придется решать, или вообще в каком контексте все пройдет. Давайте узнаем. Июль 2024 года. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие рыбы, рыбки? И август 2024 года. Мы немного проясним, откроем по сферам жизни летний период для вашего знака зодиака. И первая карта – дела, работа, бизнеса. Здесь все проходит, и обучение, и как согласование документов, и даже если вы дома, все равно чем-то же вы заняты. Какие-то перед собой задачи ставите. Дело, работа, бизнес. Посмотрим энергии, денег. Что в личной жизни для вас, мои дорогие рыбы, рыбки? Что вас будет радовать, вдохновлять, что будет помогать? И неожиданности. Что же июнь? Король выпадает с земли. Это карта доброго человека, который готов прийти на помощь, буквально. Это карта реализации, и это карта процветания сама по себе. Безусловно, по этой карте проходят наши близкие, часто проходят и наши супруги. Или тот человек, для кого-то это может проиграться как родственник близкий, или даже далекий, или друг. Но чаще родственники проигрываются, те, которые к нам приходят на помощь. Может быть, это еще и ведь не обязательно, нам об этом говорит карта. Это может свидетельствовать также, мы больше склонны делать то, что наверняка, или то, что более способствует доходу конкретно. Все же это у нас пентакли, земля, то, что материально, или обустраивать свою жизнь. Для кого-то из вас обустройство собственного дома или вопросы, связанные с переездом, тоже могут проиграться. Вопросы семьи. Давайте посмотрим, что же июль. Прекрасно. Еще один король. Король жезлов. И эта карта, когда вы поставили перед собой какую-то цель, проект, уже точно намереваетесь что-то осуществить, более четкое видение, какие действия перед вами стоят. Это карта инноваций, безусловно, поэтому обучение или как новые сферы занятости, деятельности, заработка, все это проходит. Я бы сказала, одна карта – король земли и король огня. Король пентаклей и король жезлов дополняют друг друга. Два короля могут свидетельствовать о том, что вам придется отправиться в инстанции, либо что-то согласовывать, куда-либо подавать документы, получать документы, что-то подписывать, ставить печати. Будут, точнее, перемещения, может быть, в течение лета,
июнь, июль, когда вам нужно самой адаптироваться к какой-то ситуации и выстроить какую-либо стратегию дальнейших действий, либо по работе, либо по оформлению, может быть, недвижимости или имущества, или решение денежных вопросов, может быть, и банки, отчасти с учетом короля земли. Вам может захотеться сделать что-то настолько наверняка и базисно надежно, чтобы это служило вам прогрессом на долгие годы. И, в принципе, карты нам не говорят, что у вас это не получится. Вот интересный летний период. Не совсем тут про то, что вы расслабились, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте посмотрим август. А правда, у вас что-то получится удивительное. У каждого по-своему. У кого-то в личной жизни, у кого-то по деньгам, у кого-то по изучению, по прогрессу. Ваши амбиции, честолюбивые планы, ведь это харизматичного лидера карта. Изменение статуса, мои дорогие рыбы и рыбки, это карта звезда. Сияете, как звезда. Это вдохновение, новый вкус свободы. Это то, что мы можем переместиться куда-то очень далеко. Или вы задумаете себе какой-то проект, или, мои дорогие, так обстоятельства у вас сложатся в течение лета, что у вас будет возможность построить после июня и июля в августе какие-то совершенно альтернативные планы. Вот это может быть. И по этой карте вера в собственные силы идет. И удовлетворение от жизни. Значит, какой-то проект у вас получается. Но я могу предположить, кто-то получит даже новости издалека или от какого-то человека. И с этой новостью к вам могут прийти новые возможности, которые откроют совершенно иные горизонты, нежели которые вы на начало июня можете видеть. Вот по звезде тут нет ничего невозможного. И по звезде всего вот в любой колоде Таро существуют две карты выбора правильного направления. Это карта Солнца, которая про дистанцию, ну, где-то полгода говорит. А вот по карте Звезда это как по Плутону, лет 10-20. Так вот, какую-то свою действительно траекторию, все то, что я по этим двум картам сказала, просто эта карта усиливает. И сияйте как звезда, если я сказала, это не просто так. Тут рост вашей популярности, рост вашего дохода. Да, это не буквально в августе, нет. Но это тот прогресс, который вы можете заложить в августе. То что-то не пропустить будет важно. Не расслабиться, не думать, что оно само придет. Без вашего участия ничего не придет. С первой карты нам об этом сказали. Но возможности огромны. Словно... Здесь два кувшина изобилия. Ангел держит в руках. Вам как будто будут предоставлены высшими силами и ангелами-хранителями. Вот такой важный период для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. У кого-то по карте звезда просто поездка или переезд проиграется. Так тоже. Или работа интернет. Через, может быть, систему, сферу IT, какая-то наука или возможность новых заработков, или то, что вы будете изучать, как искусственный интеллект, может быть. Вот тут пройдут, все же звезда, это еще и пространство, эфир, почему я говорю интернет и расстояние. Расстояния могут быть как и по времени, если мы говорим 10-20 лет, что-то на продолжительный период, так и дистанция по километражу, если мы говорим о каких-то переездах, перемещениях или возможностях общения. Может быть и так. Может быть знакомство с человеком на расстоянии. Ну, тут у каждого по-своему. Дела, работа, бизнес, мои дорогие. Что-то прежде, какой-то был проигрыш. Тройка мечей – это всегда та ситуация, иногда предательство, иногда это и наши собственные ошибки. В конечном итоге предательство ведь тоже где-то наша ошибка, потому что мы слишком кому-то доверяли. Может быть, по делам то, тем не менее, то, что прежде вас ставило в тупик, или то, что вас полностью, ну, как обесточило. И вот теперь будет очень важно не повторить какую-то прежнюю ошибку, дела, работа, бизнес. Здесь вы не можете, была, видимо, какая-то у вас уже практика, которая, тем не менее, имела минусновый вариант или где-то вас застопорила. После
Может быть, вы чем-то занимались, но после была какая-то либо пауза из-за того, что вы себя буквально не могли собрать, сконцентрировать, или вы были чем-то настолько разочарованы, что у кого-то апатия могла быть. И вот здесь здоровое равнодушие всегда эта карта. Не повторить какой-то прежний минус, дела, работа, бизнес. И значит, не случайно выпадает король земли. Вы должны что-то делать наверняка. Не должно быть на авось чего-то. Или не должно быть какого-то просчета у вас, мои дорогие рыбки. Рыбы и рыбки, будьте реалистами. Это важно. Что по деньгам? И по деньгам-то тоже нужно быть достаточно, ну, где-то хитрым, изворотливым, не без этого. Но и вы можете столкнуться, с одной стороны, с такими людьми. С другой, может, и придется договариваться. Карта не говорит, что будет какой-то сразу большой доход. У кого-то это может означать с учетом короля земли, что вам будут помогать. Вас кто-то будет поддерживать в каком-либо проекте. Но и вам самим тоже надо не плашать. Называют семерку мечей картой вора. И поэтому не расслабишься. Не переходите по каким-то мутным ссылкам непонятным. Не участвуйте в мутных сделках. Помните, что легкие деньги опасны в течение всего 2024 года. Так и на весь период нахождения Плутона в Водолее. То, что мы вчера сделали, если оно было так, ну, так не очень, будем говорить, по закону, но как-то оно прошло гладко. Вот здесь не пройдет. Оно может вернуться через какое-то количество времени. Поэтому я говорю, мутные сделки, они опасны. Или то, что люди, которые могут обещать многое, какой-то быстрый прогресс, а в последующем люди исчезают, а вы остаетесь один на один с какой-то проблемой. Одним словом, надейтесь сами на себя. Вы должны что-то просчитать по деньгам. Обе карты не говорят, что вы можете расслабиться. Нужно быть действительно реалистом, чтобы чего-то не упустить. Может быть, вам придется хитрить где-то так. Или по этой карте вам придется с кем-то договариваться. Ведь есть все равно по семерке мечей определенные манипуляции. Ну, значит, обстоятельства таковы. В личной жизни что? Карта Солнца. Вы не должны свое солнце буквально потерять, мои дорогие. Это карта счастья, карта удачи. Значит, в личной жизни у кого-то буквально, ну, мне нечего даже сказать, есть возможность встретить человека, с которым вы будете словно на одной волне. Я уже говорила это по королю Земли. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, мы энергетику в основном рассматриваем. И это может быть человек, с которым вам хорошо, с которым вы можете думать по-разному, но смотреть в одном направлении. И это знакомство вас вдохновляет. Для тех, кто в паре, кто человек семейный, тут как раз что-то про, как, знаете, общий план вашей пары или какой-то прогресс в ваших отношениях, тем не менее, тоже может быть. Или вы вместе задумаете что-то кардинально новое, все же по карте звезда, когда вы с семьей можете даже переехать куда-то. Всячески положительная карта. И для тех, кто в сложных отношениях, конечно, с картой Солнца мы можем примириться. Я не буду доставать дополнительные, потому что карта Солнца не предполагает уже сама по себе чего-то, как в дополнение. Всегда прежде останавливали вообще гадания, не открывали карты, потому что есть возможность для себя изменить эту жизнь. Но для вас по предыдущим картам не должно быть никакого риска, не должно быть никакого просчета, понимаете? Не должно быть иллюзий, мои дорогие рыбы и рыбки. Что вам будет помогать? Два светила. У вас выпадает Луна, интуиция. Интуиция – это наш прошлый опыт и интеллект. Вот этот чудесный тандем вам будет помогать, подсказывать, как вам поступить. Где-то, чтобы не наломать дров. И еще раз не поддаться на чьи-то уговоры, может быть и так. Или не сделать какую-то оплошность в отношении принятого решения, когда вы один на один останетесь в последующем с какой-то проблемой. Просчитать свои шаги. Иногда по карте Луна идет, проходит, точнее,
те вопросы, которые касаются нашей личной жизни, приятных эмоций или конкретного нашего места пребывания. То место, где мы можем прийти, отдыхать, чувствуем себя в безопасности. Это как крепость, цитадель. И для кого-то что радует? Конкретное место, где вы чувствуете себя как и в безопасности. Меня люди смотрят из разных стран. И значит, вы найдете это место, если у нас тем более вопросы, которые могут быть связаны с переездом. Причем, мои дорогие, кто-то может этот переезд осуществлять с учетом уже всех открывшихся карт. Когда обстоятельства меняются так, что вы где-то продумывать будете в течение июня, июля, а в августе вы будете уже на старте, потому что нужно найти словно эту крепость и для себя что-то сделать наверняка, чтобы возможность риска была исключена. И у вас это получится, даже если вы человек семейный. Понятно, вот эта конфигурация, она относится не ко всем, и можно добавить сходу еще, наверное, с десяток конфигураций, но просто видео наш формат не подразумевает долгий прогноз. Поэтому постарайтесь с тонкими нюансами, которые я перечислила, переложить на свою жизнь. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и каждый из нас, когда мы смотрим прогноз, все равно думает о чем-то, о своем. Полярной энергии, но возможности от правильного взаимодействия, как с людьми, так и с обстоятельствами. Перед вами откроют новые перспективы. В неожиданностях самодостаточность, деньги по этой карте, построение собственного прогресса, собственной, как траектории продвижения, если мы говорим про честолюбивые планы, когда заработать, допустим, деньги, если у вас свой бизнес, или найти ту сферу занятости, когда у вас будет больший доход. Или, причем надеемся сами на себя, самодостаточности, повторюсь, карта. По этой карте, когда вы сможете быть довольны собой в каком плане? Что у вас получилось осуществить какой-то проект, это в неожиданностях. Для вас появится, правда, для кого-то то, что я рассказывала, июнь, июль, вы еще можете не видеть каких-то возможностей, а новость приходит в августе, и это будут еще дополнительные перемены, которые вот как раз об этих удачных возможностях для кого-то из вас тоже скажут. Держать руку на пульсе определенно стоит даже по девятке пентаклей. 9 по нумерологии – это тоже преддверие перемен. Как и в личной жизни, так и по деньгам, так и по возможностям новым, горизонтам, новому кругозору, новому общению. Перед вами новые перспективы, мои дорогие. Перекладывайте на себя удивительный прогноз. Буду благодарна, если вы мне после, конечно, или где-то, как вы это чувствуете, мне опишите, потому что, повторюсь, однако, много позиций можно до бесконечности озвучивать, но это нереально сделать. Вы люди интуитивны, и я так думаю, что карту каждую вы переложите на себя, и подсказки для вас будут.